У меня есть соседка в Лондоне. Давайте назовем ее миссис Смит. У нее старенькая машина, она часто носит пальто, которому с виду лет 20. А еще я часто ее вижу в charity shops, это магазины с БУ вещами. Я думала, что она обычная пенсионерка, пока я не узнала, что вообще-то ее семья владеет поместьем в Котсволде с 18 века. В России человек с таким состоянием, скорее всего, жил бы за 3-метровым бетонным забором и ездил бы на Майбахе. А вот в Британии он выглядит как миссис Смит. И в этот момент я поняла, что если ты выглядишь здесь слишком богато, то тебя просто не взлюбят и вычеркнут из общества. И дело даже не в зависти, а в том, что ты нарушаешь одно правило, о котором тут даже не говорят. Сегодня я расскажу, что это за правило, почему оно работает не только в Британии, в каких странах мира нормально показывать богатство, а в каких это табу. И почему, если ты не понимаешь природу этого закона, ты будешь снова и снова проигрывать в адаптации. Есть такое выражение tall poppy syndrome, буквально синдром высокого мака. Если один мак вырастает выше остальных, его срубают. В Британии человека, который высовывается, то есть публично демонстрирует богатство, успех, достижения, общество не любит. В общении начинается ирония, сарказм. Если это публичный человек, то пресса начинает копать нелицеприятные факты, а коллеги могут перестать здороваться. Это называется showing off, выпендрёж. Один из главных социальных грехов в британской культуре. И это не просто народная мудрость, это встроено в систему, в литературу, в кино, в архитектуру, даже в то, как одеваются члены королевской семьи. Чтобы не быть голословной, давайте посмотрим, как это работает на примере британской монархии. Карл III, к примеру, носит костюмы с заплатками на локтях. У него есть пиджак, который был замечен прессой еще в 1984 году. Он в нем пришел на свадьбу к своему сыну Гарри в 2018. Официально это якобы про экологию, но эффект тот же. Король самой богатой монархии мира демонстрирует, что ему не нужно ничего доказывать. Кейт, принцесса Уэльская, регулярно выходит в Zara за 70 фунтов, ну или в других middle market брендах. Но бывает, конечно, выход и в дорогом, например, свадебное платье Александр Маквин за 250 тысяч фунтов. Или еще вот, например, платье на Бафта за 10 тысяч долларов, которое она, правда, потом надела снова через 2 года, предварительно переделав рукава. Британская пресса, кстати, написала об этом с восхищением. И посмотрите на бренды. Маквин – британский, Дженни Пекхэм – британская, Малбери – британский бренд. Даже тратя, она как бы инвестирует в свое, и это послание. Я одна из вас, и я за Британию. А теперь Меган Маркл, супруга принца Гарри. Ее свадебное платье от Живанши стоило 265 тысяч долларов. Она часто носит костюмный Dior за 70 тысяч фунтов, а за 3 дня на играх Invictus ее гардероб стоил 270 тысяч фунтов. При этом Живанши и Dior французские бренды, а Валентина итальянский. Именно поэтому про Кейт никогда не говорят, что она showing off, а вот Меган, наоборот, всем видом призывает посмотреть на нее. И Британия услышала обеих. Это пример того, что бывает, когда ты правила нарушаешь. Меган Маркл довольно открыто говорила о деньгах, о трудностях, и за это ее британская пресса уничтожила. Часть этой ненависти как раз про то, что она не поняла негласные правила и британский культурный код. Но давайте еще примеры. Окунемся в британскую литературу и кино как отражение общества. Джейн Остин, например, вся про это. Откройте любой роман. Человек, который хвастается состоянием, всегда отрицательный персонаж, ну или смешной. Мистер Коллинз, например, бесконечно говорит о поместье Кэтрин де Бёрк, и он жалок. Мистер Дарси никогда не упоминает свое состояние, и он герой. Аббатство Даунтон. Аристократы буквально разоряются, они теряют все, но они признают это публично, это немыслимо. Граф продает тайно картины и продолжает устраивать обеды. Потому что показать финансовые трудности – это не просто деньги потерять, это потерять лицо. Но если говорить о бытовухе, то первое, что вообще бросается в глаза, когда вы идете по Лондону, по какому-то очень дорогому району, где дома стоят миллионы фунтов, это отсутствие каких бы то ни было бетонных, мощных заборов и иногда даже отсутствие штор, то есть видно, что вообще там люди делают. Если вы увидите высокий забор, то это, скорее всего, представители New Money, ну или какой-нибудь параноидальный средний класс. Так называемые Old Money, они никогда не прячутся, да и прятаться им, честно говоря, не от кого. Также в ремонте, оформлении дома тоже не принято все покрывать каким-то сусальным золотом. Лепнины, ремонты часто очень скромные, очень редко вообще обновляются. Естественно, не принято закупать золотые ёршики за десятки тысяч фунтов и устраивать комнаты для грязи тоже. Но у британцев может стоять какой-нибудь, допустим, антикварный комод,
который внешне будет выглядеть, ну, так себе не очень, какой-то поношенный, поцарапанный, но стоить он может как какое-нибудь подержанное авто. И я, кстати, про любовь британцев к винтажу вообще снимала отдельное видео, я его здесь оставлю, посмотрите, если интересно. Эту этику отражают в том числе и разговоры. Спросить человека напрямую в лоб, сколько он зарабатывает, это более неприлично, чем вообще расспрашивать про сексуальную жизнь. Деньги — это, наверное, одна из самых табуированных тем в разговоре с британцем. И еще интересный пример — клубы. Whites, Brooks — старейшие клубы Лондона. Туда не попасть за деньги. Нет, конечно, денежный взнос нужен. Whites, например, 85 тысяч фунтов. Это много, но для любого new money миллионера это небольшие деньги. Но туда все равно попадают только по рекомендации члена, который знает тебя 20 лет. То есть условный Илон Маск не купит членство в Whites. Это и есть настоящий британский люкс, недоступный через деньги. И мы, кстати, много говорили об этом видео про классовую систему в Великобритании. Я его оставлю тут. Кстати, если вам это видео нравится и нравится вообще моя подача, поставьте ему лайк и подпишитесь на канал. Тут каждые выходные выходит видео про загадки и парадоксы менталитета, а еще про иммиграцию и жизнь в Великобритании. Сегодня в Великобритании как будто бы существует два вида богатства. И я не случайно стою здесь. Это район Найтсбридж, и сзади меня находится Хэрротс. Сюда приезжают на Ламборгини. Очень часто можно встретить женщин с головы до ног, одетых в Шанель. Ну или мужчину с часами, которые стоят как однушка где-нибудь в Волгограде. Здесь у Хэрротс вы встретите не британцев, а скорее саудовские семьи, русских иммигрантов или каких-нибудь китайских студентов, детей очень богатых родителей. Встречаются и American Tech Money, то есть люди, сколотившие состояние на стартапах какой-нибудь Силиконовой долине. А вот в районах типа Белгравия, Челси живут люди, чьи семьи снимают эти дома у одного и того же землевладельца, наверное, с 19 века. И да, они намеренно выглядят как миссис Смит. Сам термин tall poppy syndrome придумали в Австралии в 80-х, но явление это древнее и существует по всему миру. В Японии, например, говорят: гвоздь, который торчит, забивают. В Нидерландах — не высовывай голову над уровнем поля. В Скандинавии это называется law of Jante. Там есть 10 правил, которые сводятся к одному: никто не лучше другого. При этом есть страны, где понтоваться богатством, наоборот, круто. Это США и арабские страны. На пространстве постсоветском же история немножко сложнее. Здесь в одной реальности существует мысль «не высовывайся, а то позавидуют», и культура логомании, выросшая из малиновых пиджаков и золотых цепочек 90-х. И мы сейчас разберем, от чего это зависит, где синдром Мака развивается, а где не приживается совсем. Мы не раз с вами говорили о том, что британское общество — это скорее общество индивидуалистов, чем коллективистов, и, казалось бы, тут все привыкли к тому, что каждый сам за себя. По этой логике чужой успех задевать не должен, но на практике это не так. США очень индивидуалистичная страна, и там tall poppy syndrome как раз слабый. Self-made man — это герой, и показывать успех — это абсолютно нормально, это же демонстрация вообще американской мечты. Скандинавия тоже очень развитая страна, свободная, демократичная, но tall poppy syndrome там максимальный. В чем разница? На мой взгляд, влияют три вещи. Первое, что вообще общество декларирует. Там, где принято говорить, что все равны, чужой успех как будто нарушает общественный договор. Там, где говорят, что каждый может чего-то добиться, успех вполне вписывается в нарратив. Второе, что важно, это размер. В маленьком обществе тебя все знают, и твой успех очевиден. В большом ты просто один из миллионов, можно ничего не стесняться. Ну и третий фактор, откуда вообще взялись деньги. Старая аристократия традиционно их скрывает, чтобы не нарваться на виллы народа. А, например, нефтяной шейх или какой-нибудь new money иммигрант-предприниматель будет гордиться. В этом моменте я вижу, конечно, чуток лицемерия и такой даже самообман. Это, наверное, вообще парадокс либерального общества. Вот вспомните этот девиз «Свобода, равенство, братство». Не кажется ли вам, что уже в этом девизе есть огромное противоречие? Потому что если действительно есть свобода, то ни о каком равенстве и братстве уже речь идти не может. Философ Исайя Берлин написал об этом эссе и пришел к выводу, что свобода — это просто свобода, и не надо ее смешивать с равенством или справедливостью. А вот там, где их смешивают, как раз и появляется вот этот страх выделяться. Вы удивитесь, но есть одна страна, с первого взгляда неочевидная, в которой отношение к успеху, наоборот, очень положительное. И я говорю про Израиль. Там даже есть специальное слово «хуцпа».
Оно обозначает напористость, амбициозность, готовность выделяться как раз. Получается, что то, что в Британии тебя погубит, в Израиле тебя сделает своим. Поэтому я вам хочу напомнить, что если у вас есть еврейские корни до 3-го поколения, а это бабушки, вы можете получить израильское гражданство по программе репатриации. Я знаю, что многих останавливает вопрос безопасности, но хочу сакцентировать внимание, что постоянно жить в Израиле после получения паспорта не обязательно. А паспорт этот вместе с тем дает очень много преимуществ. Это безвизовый въезд в Европу, это упрощенный въезд в США, доступ к израильской медицине, образованию и так далее. Мне кажется важным еще то, что это гражданство можно передать по наследству детям и внукам и таким образом им дать больше свободы выбора в будущем. То есть это не просто документ сейчас, это инвестиция в ваше будущее. Компания «Российско-израильский консультационный центр» работает с 2014 года, и с их помощью было получено уже больше 20 тысяч паспортов. Все юридические гарантии они прописывают в договоре. Если вы сомневаетесь, можете ли вы вообще претендовать на паспорт Израиля, то я вам предлагаю записаться просто на бесплатную консультацию и как раз выяснить, есть ли у вас такая возможность. Я оставлю все ссылки в описании, мне кажется, очень полезно сейчас об этом задуматься. Давайте попробуем вообще разобраться, откуда взялся этот tall poppy syndrome. Сам термин на самом деле пришел еще из Древнего Рима. Есть такая легенда, что последний римский царь Тарквиний Гордый, когда к нему пришел сын, крошка-сын, и спросил папу, как же управлять вообще государством, он решил показать на практике, он вышел в сад и срубил самые высокие маки. Таким образом, он продемонстрировал, что нужно уничтожать выбивающихся лидеров, и тогда остальные покорятся. Согласитесь, что в языках по всему миру, просто в самых разных уголках, есть вот это какое-то выражение народное, которое обозначает, что выделяться плохо. Ну, например, быть белой вороной в русском. Все это объясняется антропологией, то есть древнейшими механизмами, которые сформировались еще когда люди охотились на мамонтов. Антрополог Кристофер Бем изучал охотничьо-собирательские сообщества, то есть фактически те, в которых человечество прожило 95% своей истории. Он обнаружил одно и то же везде. Группа коллективно подавляла любого, кто пытался взять больше, чем другие. То есть добыча делилась поровну, и тот, кто накапливал ее, становился угрозой. Его как бы ставили обратно на место, начинали высмеивать, игнорировать или вообще изгоняли, потому что в маленькой группе охотников один человек, который берет больше, чем другие, это чья-то смерть. Этот механизм встроен в нас эволюционно. Когда кто-то рядом резко выделяется, у нас включается древний сигнал тревоги. Этот человек нарушает баланс, и его нужно вернуть на место. В Великобритании, на самом деле, помимо либерализма, есть еще несколько нюансов, которые повлияли на то, что tall poppy syndrome расцвел. Первое — это философия пуританства. Примерно с 17 века демонстрировать свое богатство открыто считалось грехом. Публичная роскошь — это гордыня, и это глубоко впиталось вообще в британский протестантизм. Надо мной просто белка, сидит. Я боюсь, что она сейчас свалится мне на башку. Второй нюанс — это классовая и аристократическая система. Мы про это много говорили в видео про классы. За 1000 лет здесь выработалась такая философия, что старые деньги не нуждаются ни в каких доказательствах. Есть твой герб, твоя родословная, они говорят сами за себя. И доказывать свой статус деньгами — это вообще очень не модно. Так делают только так называемый new money, кто вот состояние недавно сколотил. Третий нюанс — классовая война XIX века. Промышленная революция создала новый класс промышленных магнатов. Люди из ниоткуда, которые просто за одно поколение сколотили состояние больше, чем у герцогов. Они носили бриллианты, строили огромные дома, закатывали вечеринки. И общество их ненавидело за демонстрацию, потому что в рамках викторианской морали деньги, конечно, это нормально, но вот хвастаться ими — это вульгарно. И в итоге tall poppy syndrome в Великобритании лег просто на идеальную почву и стал национальной особенностью. Я выросла в России, поэтому мне, конечно, интересно рассуждать и сравнивать. Так вот, в России интересно то, что там существуют две противоположные культуры одновременно. С одной стороны, есть вот эта мысль, идеология «не высовывайся». Мне кажется, что она идет как раз из советской уравниловки, где, в принципе, было опасно вообще высовываться, демонстрировать, что ты какими-то благами обладаешь. Просто могут за это настучать, донести, и все очень плохо закончится. И вот эти моменты из периода СССР, мне кажется, они зашиты в коллективную память. Я думаю,
что вы очень часто от своих родителей, если вы на постсоветском пространстве воспитывались и росли, слышите вот это, что не показывай, не кичись, да, поменьше рассказывай, смотри, позавидуют. Насчет зависти тоже очень интересный момент, потому что у нас, с моей точки зрения, очень развито магическое мышление и вот эта история со сглазом. И получается, что как раз нам суеверие дает эту мысль, что быть невидимым — это, в принципе, стратегия выживания. С другой стороны, после 90-х пришла показуха. Малиновые пиджаки, золотые цепи, мерседесы. Это была реакция на десятилетие уравниловки. Наконец-то все можно. Ну и плюс это еще такой маркер своего бандитского сообщества. И эти две культуры живут рядом до сих пор. У вас в голове наверняка живут два голоса. С одной стороны, не высовывайся, ничего такого экстраординарного не покупай, а с другой, что бы такого интересного купить, чтобы все заметили. Это такая шизофрения, которую большинство людей не осознает. И она на самом деле дорого стоит, потому что жить приходится в постоянном внутреннем противоречии. Давайте теперь поговорим про токсичность Tall Poppy Syndrome, потому что на самом деле он убивает вообще амбициозность. Есть определенные исследования, я здесь оставлю источник, что предпринимательская активность в Великобритании почти в 2 раза ниже, чем в США. И это понятно, потому что если тебя могут социально отменить за то, что ты такой рисковый, богатый, успешный, то это наш важнейший страх, да, глубинный, что нас какая-то группа не примет, и люди меньше идут на риск. Получается, что эта система делает все для того, чтобы люди оставались на своих местах и резко не вырастали. И, конечно, кому это удобно, кому это выгодно, тем, кто уже наверху, у них таким образом конкурентов будет просто меньше. И вот что интересно. Исследователи в Новой Зеландии после того, как один молодой предприниматель закончил сам свою жизнь, после того, как его затравили за успех его стартапа, начали официально изучать экономический ущерб от Tall Poppy Syndrome. Потому что культура, которая наказывает за то, что ты выделяешься, это не просто психологический дискомфорт, это реальные потери для экономики. В России тебя в основном провоцируют показывать успех. Давай, покажи, чего ты стоишь, иначе мы тебя уважать не будем. А вот в Британии тебя заставляют скрывать его, иначе тебя вычеркнут из общества. И в обеих системах ты платишь. Вопрос только чем? Деньгами или своим психологическим состоянием? Расскажите в комментариях, чувствовали ли вы Tall Poppy Syndrome когда-нибудь на себе? Приходилось ли вам платить, чем бы то ни было, за то, что вы стали слишком успешны? Или, может быть, вы, наоборот, сами себя останавливали? Спасибо за просмотр. До новых видео. Пока.